Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я буду готовить банош. Это закарпатское блюдо. Это просто каша на кукурузной муке. Вариантов баноша большое множество. В Закарпатье я бывал часто, очень люблю эту кухню и пробовал банош в разных местах. Самый вкусный рецепт, который мне понравился, я пробовал в Трускавце. Это было лет 7 назад, и с тех пор я готовлю банош именно по этому рецепту. Кукурузная каша с сыром брынзой, жареными шампиньонами, свиными шкварками и жареным лучком. Невероятно вкусное, сытное блюдо. Так, готовим гуцульский банош. Для приготовления кукурузной каши потребуется, здесь 1 литр молока, тут 300 грамм сметаны жирной, так, и 200 грамм у нас кукурузной крупы и 100 грамм масла сливочного. Для подачи нам понадобятся грибы, тут 300 грамм, 200 грамм брынза, брынза соленая, здесь 250 грамм жирной грудинки для шкварок, так будем их обжаривать, и лук для подачи. Вот из этого будем мы готовить банош. Лук я нарезаю полукольцами. А свиную грудинку я взял варено-копченую. Такой у меня есть рецепт. Вы можете посмотреть его на моем канале. Ссылочка сейчас появится в правом верхнем углу. Значит, режу грудинку на шкварке вот такими крупными кубиками. Теперь я режу грибы. Грибы у меня обычные шампиньоны. В Закарпатье готовят с белыми грибами. Это невероятно вкусно, но у меня сегодня есть только шампиньоны. Сыр болгарская брынза такой средней солености, вот из болгарского магазина, я натираю на крупной терке. В Закарпатье я пробовал банош с настоящим гуцульским овечьим сыром. Так, вот все подготовили. Значит, лук нарезали, грудинку на шкварке нарезали, грибы нарезали и брынзу тоже мы подготовили. Итак, продолжаем готовить банош на разогретую сковороду чуть-чуть растительного масла и обжариваем лучок до такого румяного состояния, до готовности. Затем я буду обжаривать грудинку и потом я обжарю грибочки. Вот так быстренько приготовил начинку для баноша. И сейчас будем готовить кашу, кукурузную кашу на молоке, сметане, масле и кукурузной крупе. Итак, в холодную кастрюлю
я наливаю молоко, литр молока, и добавляю 300 грамм сметаны. Сметана у меня такая густая, высокой жирности. И затем я тщательно все перемешиваю венчиком до такого однородного состояния. И только затем я включаю очень маленький нагрев, чуть-чуть. И начинаю небольшими порциями вносить кукурузную крупу. Когда мы вносим крупу в холодное молоко, то не образуются комочки. Поэтому вот такими небольшими частями я ввожу крупу в холодное молоко и начинаю очень медленный нагрев на небольшом огне. Постепенно внося крупу, тщательно ее размешивая и поднимая температуру. Процесс этот такой, он простой, длительный, но постоянное перемешивание и постепенный нагрев позволяет получить кашу такой ровной консистенции, такой текстуры без комочков. Вот таким образом, постепенно внося небольшими частями кукурузную крупу и постоянно помешивая, на медленном огне мы доводим крупу до состояния полной готовности. На это уходит примерно 15 минут, не меньше. Именно постоянное помешивание позволяет получить ровную текстуру каши. Добавляю соль по вкусу и продолжаю постоянно помешивать. В процессе приготовления кукурузная крупа очень сильно увеличивается в объеме, примерно в 5 раз. В завершение я добавляю 100 грамм сливочного масла и довожу уже кашу до полной готовности. Вот такая в результате у меня получилась текстура, ровная, без комочков. И вот такая консистенция. И вот эти пропорции: литр молока, 300 грамм сметаны и 200 грамм кукурузной крупы. Вот это то, что позволяет получить концентрацию и консистенцию вот в таком виде. Ну вот и все. Пришло время подать наш банош. Это самая приятная процедура. Прекрасная получилась каша. Добавляем сыр, затем свиную грудинку, шкварки. Очень сытное блюдо. Грибочки и лучок. И вот наш банош готов, можно пробовать. Конечно, это не тот закарпатский банош, который готовят гуцулы на костре, в казане. Но вот такое блюдо можно приготовить в домашних условиях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оставайтесь на фудкорте, будет много вкусного.